А мне не больно, мне хорошо. Стреляет по мне птур, я радость нашел. И мне нету дела до рандомных вещей. Меня любит фугас, ну а это вообще. Возрадуйтесь, братья и сестры, все те, кто ждал артиллерию в Блице. Совсем недавно разработчиками были анонсированы новые машины T-92E1 и XM551 Sheridan. Обе колесницы обладают системой ПТУР и способны накидывать урон за укрытие. Мало вас трепетало, когда на 10 уровне появилась бабаха. Мало вы страдали от совковых средних танков. Почему бы вам не страдать от танков со свойствами бабахи и с динамикой лучше, чем у СТ-шек? Почему нет? Вы что, думали, что теперь все сбалансировано и можно более-менее играть на 9-10 уровнях? Как бы не так. Представьте все восхищение игроков, которые уже с нетерпением ждут введения таких машин. И если вы думаете, что это не будет так, как в больших танках с артиллерией, то давайте разбираться. Почти вся арта высоких уровней имеет в своем казённике два типа снарядов. Кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды. А какие же снаряды будут иметь птуры? Такие же? Да неужели? Артиллерия способна кидать по врагам за укрытие, и их снаряды достают чуть ли не через всю карту. А что мы видим у наших птуров? Возможность кидать через определенные участки карты и закидывать за укрытие. Разработчики сказали, что у снаряда будет некое топливо, но это никоим образом не помешает вам карать всех, кто думает, что он в безопасности. И да, атмосфера от новых ЛТ будет такая же, как и при арте, когда весь бой обе команды стоят по кустам и боятся выехать. Только в отличие от арты, наши ЛТшки имеют башню полного вращения, а также у них нехилая такая динамика. Что им будет мешать в начале боя врываться в тыл врага и выносить особо картонные цели. Теперь игроки WOT Blitz не будут бояться ни Бабу-Ягу, ни Гриля, ни даже Бабаху. Все будут на стреме от новых ЛТ. Если на 8 уровне взвод Т-49 может рвать противников, особенно находясь в топе, то что могут эти монстры? Я практически уверен, что игра на ближайшие 2-3 месяца отправится в темный век, когда игроки перестанут выкатывать танки 10 уровня, а фармить и играть будут сугубо на семерках. Это очень веселая ситуация, когда раз за разом вводят новые фугасные танки и делают их лучше остальных. Привет крушителю. И если в ББ сейчас полным ходом перерабатываются фугасы, их урон и пробитие, то нам такое не грозит. Правда чудесно? Особенно круто то, когда эти птуры будут иметь достаточное пробитие для тяжелых танков и бронированных ПТ. А еще лучше, если эти танки смогут пробивать фуджисами. Нет, спасибо, все это к чертовой бабушке. О, священнослужитель. И хотелось бы мне как-то обнадежить всех игроков. Сказать, что это все временно, как было с Т-49 Птуром. Ну или это какая-то шутка. Но сейчас далеко не 1 апреля. Эти танки, как я считаю, будут иметь очень большое преимущество перед другими машинами. Да, можно сказать, что их забалансят. Но тут я вижу два варианта. Или эти машины будут переапанными и будет рвань. Или эти машины будут полными кактусами, как я, впрочем. И они сами станут мальчиками для битья. Тут уже сами думайте, что лучше. Но не получится тех машин, которые смогут играть на уровне с остальными танками. Они будут или слишком хороши, или уж совсем плохими. Третьего просто не дано. И знаете что? Мы сами будем играть на этих танках. Мы будем гореть, когда не сможем попадать и пробивать врага, катаясь на этих колесницах. И у нас будет крепко полыхать, когда такая машина будет кидать нам на фулку. Мы сами станем предвестниками и участниками того ужаса, что будет происходить в рандоме. И это отчасти вина игроков, что разработчики вводят таких невероятных монстров. Ведь спрос рождает предложение. Если бы мы так не тащились от фугасниц, и если бы мы не поощряли ивенты, где можно с одного удара ломать танк, то и разработчики не вводили бы птуры. Они делают все, чтобы игроки развлекались. Одна часть людей сразу выкачает эти танки и будет ломать все. В этом числе буду и я. А вторая часть пройдет еще 5 стадий принятия, где в конце концов, после стольких мучений и сливов, будет также покупать эти машины.
Я даже не хочу спрашивать о том, что вы думаете по поводу данной механики в Блице. Все мы знаем, что произойдет. Ведь даже в больших танках не осмеливаются вводить такие машины. Я хочу узнать то, каким игроком будете вы. Тем, кто сразу купит новую тачанку и будет рвать, или же тем, кто до последнего будет сопротивляться. Не забудьте поставить лайк и поставить свечку за рандом, написать свой бомбезный комментарий и отметить колокольчик. С вами был Цифровой Кактус. Играйте только в хорошие игры и будьте умничками. Пока.